Российская ГРУ предлагала Ирану тысячи дронов для атак на американские войска. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на секретный документ ГРУ, полученный от надежного источника. Как публикуется, не люблю я эти надежные и ненадежные источники, желательно, чтобы было ясно, откуда, какая информация. Но в нескольких изданиях, по крайней мере, на это отсылка делается, обсуждается достаточно активно. По данным издания, Москва планировала передать Тегерану, вот, кстати говоря, я факт-чекинг небольшой провел, и был такой акцент, скажем так, получился, что вот то, что здесь, в этой статье, то, что The Insider публикует, акцент идет на то, что это в прошедшем времени, то есть это планировалось. Я так понял, что это не так однозначно, что планировалось, ну как бы планировалось, но может и планироваться дальше. То есть это серьезный такой партнер в боевых действиях, типа Москва воспринимает Тегеран именно как партнера, и пока не перестала так воспринимать. По данным издания, Москва планировала передать Тегерану 5000 оптоволоконных FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, а также неопределенное количество дальнобойных беспилотников со спутниковой связью Starlink. Согласно 10-страничному проекту ГРУ, российская сторона предполагала использовать эти системы в случае возможной высадки американского десанта, вот это подтверждается, то, что это на случай, если таких уже плотных боевых действий, на территории Ирана или на островах Персидского залива. Документ, как пишет The Economist, вероятно, был подготовлен в марте-апреле 2026 года, в первые недели боевых действий США и Израиля против Ирана. The Economist также утверждает, что Владимир Путин лично предлагал Тегерану помощь в подготовке. Почему-то Путина все время тянет к каким-то вот таким исламским государствам. Я помню, когда первые были публикации по поводу Сирии, люди обсуждали, блогер, по-моему, тогда, ну как-то вот, короче говоря, люди пытались разобраться, что такое вообще сунниты, шииты и страшновато, что такое тейпы какие-то. Потому что страшновато, потому что там до радикализма очень часто заходит, потому что там акты запугивания – это совершеннейшая норма у них, ну, у радикальных этих организаций. А Путин с такой легкостью. Некоторые даже думали, что это он скорее на каких-то суннитов или шиитов работает, потому что он как рыба в воде. Не столько внимания там европейским или восточным каким-то странам, сколько вот эти всякие шииты, сунниты там и так далее. Вот помню эти первые статьи. Но сейчас уже да, легко воспринимается, что, ну, опять же, здесь точно или не точно, трудно сказать, какая-то бумажка, правда это или неправда, но то, что вполне себе, то, что Путин себя как рыба в воде чувствует именно среди вот всяких исламских вопросов, мне кажется, вот это так уже можно воспринимать как данность. The Economist утверждает, что Владимир Путин лично предлагал Тегерану помощь в подготовке операторов беспилотников. Для этого ГРУ планировало использовать иранских студентов, ну то есть вот уже в России же они все проживают, обучающихся в российских университетах, а также вот для чего, наверное, завозят, да, там из Индии, из Афганистана, все пытаются проложить, говорят, рабочие руки нужны. На самом деле они работают, но вот над чем они работают? Так на улице их никто не видит. Владеющих русским и персидским языками и представителей алавитского меньшинства Сирии, господи, иди разберись во всем этом, связанного с бывшим режимом. Уже некоторые блогеры себе имя сделали на том, что рассказывают, кто такие вообще, кто такие меньшинства какие-то алавитские, потому что Россия, оказывается, во всем этом очень сильно разбирается, во все это лезет. И приходится выяснять, что это за хрень-то вообще. Всего по данным документа рассматривалась, значит, возможность привлечения около 10 тысяч иранских студентов в России. Такая история, такая ситуация. Как оно вам, пишите. Себя берегите. Ну и увидимся.